Всем привет! Меня зовут Анжелика. Добро пожаловать на канал «Свяжу сама». В этом видео хочу предложить вам связать вот такой интересный, необычный рельефный узор, который напоминает косу. Его можно использовать для вязания разных плечевых изделий, также шапок, варежек, юбок, наволочек на подушки, пледов и многого другого. То есть достаточно универсальный узор. Коса в моем случае состоит из 10 петель, также по 2 петли изнаночных, чтобы выделить узор, и 2 кромочных. Давайте провяжем с вами образец, вы поймете принцип вязания и сможете самостоятельно варьировать количество петель вашего узора. Итак, для образца я наберу 16 петель. В изнаночном ряду первую петлю провяжу изнаночной для того, чтобы зафиксировать хвостик. Далее мы распределим петли нашего будущего узора. Провязываем 2 лицевых, 10 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и снова 2 лицевых. Кромочную петлю изнаночной. И теперь первые 4 ряда мы провяжем по рисунку. 2 изнаночных, 10 лицевых, снова 2 изнаночных, кромочная и еще 3 ряда. Я провязала еще 3 ряда, и смотрите, количество рядов, которые вам тут нужно провязать, зависит от того, какое расстояние вы хотите сделать между фрагментами переплетений. В моем джемпере здесь 10 рядов, то есть половинка этого фрагмента — это 5 рядов. И смотрите, первый подготовительный ряд мы провязали в изнаночном ряду, и потом провязали 4 ряда. Итого у нас получилось 5 рядов. И в 6-м ряду сейчас мы начнем делать перекрещивание. Кромочную петлю снимаем, далее провязываем 2 изнаночных, 4 лицевых. И теперь нам нужно сделать первое перекрещивание. Для этого лицевую петлю снимаем, нить за работой, провязываем следующую лицевую петлю, теперь подхватываем вот так предыдущую лицевую и меняем их местами. Провязываем лицевую петлю. Вот у нас получилось первое перекрещивание. Далее 4 лицевых, 2 изнаночных и кромочная петля. Перекрещивание мы будем делать в каждом ряду, и в лицевом, и в изнаночном, поэтому нужно быть внимательным. Кромочную петлю снимаем, провязываем 2 лицевых, далее 3 изнаночных. И теперь снова делаем перекрещивание. Для этого мы изнаночную петлю снимаем, нить за работой, провязываем изнаночную, далее подхватываем левой спицей предыдущую изнаночную петлю, которую мы сняли, меняем их местами и провязываем изнаночную. Вот. Главное здесь следите за направлением, чтобы у нас косичка пошла в правильную сторону. Теперь нам нужно сделать еще одно такое перекрещивание. Мы снова снимаем изнаночную петлю, провязываем следующую изнаночную, меняем эти 2 петли вот так местами, провязываем изнаночную. 3 изнаночных, 2 лицевых и кромочная. Смотрите, что у нас получилось. Вот уже у нас здесь мы 1 петлю перекрещивали, здесь уже 2 петли. В следующем ряду мы будем перекрещивать 3 петли. Кромочную петлю снимаем, далее 2 изнаночных, 2 лицевых, перекрещиваем петли. Лицевую петлю снимаем, нить за работой, провязываем следующую лицевую, меняем их местами, провязываем лицевую. Снова лицевую петлю снимаем, нить за работой, провязываем лицевую, меняем местами со снятой петлей и провязываем лицевую. И еще раз снимаем петлю, провязываем лицевую,
меняем их местами, провязываем. 2 лицевых, 2 изнаночных и кромочная. Вот в этом ряду у нас уже 3 петли мы перекрещивали. И смотрите, что у нас получается. В каждом ряду мы добавляем 1 петлю, которую перекрещиваем. То есть мы сначала начали с 1 петли, в следующем ряду 2, в следующем 3. В изнаночном ряду, который мы сейчас будем вязать, мы будем перекрещивать 4 петли. Итак, кромочную петлю снимаем, провязываем 2 лицевых, изнаночную, далее начинаем перекрещивание. Изнаночную петлю снимаем, нить за работой, провязываем следующую петлю, меняем их местами, провязываем изнаночной. Снова петлю снимаем, нить за работой, провязываем изнаночную, меняем их местами, провязываем изнаночной петлей. Еще раз петлю снимаем, нить за работой, провязываем следующую петлю, меняем местами, провязываем. И еще раз. Заканчиваем изнаночной, 2 лицевых и кромочная изнаночная. В этом ряду мы будем перекрещивать 5 петель и таким образом задействуем все петли нашего узора. Кромочную петлю снимаем, далее 2 изнаночных и сразу начинаем перекрещивание. Лицевую петлю снимаем, нить за работой, провязываем следующую лицевую, меняем их местами, провязываем лицевую петлю. Снова следующую лицевую снимаем, далее провязываем петлю, меняем их местами, провязываем. И таким образом вяжем 5 наших перекрещиваний. Вот. Мы провязали перекрещивание полностью на все вот эти 10 петель. В изнаночном ряду, так сейчас мы довяжем тут 2 изнаночных и кромочную. В изнаночном ряду мы сразу же начнем убавлять количество наших перекрещиваний. Кромочную петлю снимаем, провязываем 2 лицевых, изнаночную петлю провязываем и далее начинаем перекрещивание. Снимаем изнаночную петлю, нить за работой, провязываем следующую изнаночную петлю, меняем их местами со снятой, провязываем изнаночную. Время от времени вы можете проверять, все ли хорошо у вас сходится, правильно ли идут у вас вот эти вот дорожки из лицевых петель, чтобы вы не перепутали их. Вот, снова снимаем изнаночную петлю, нить за работой, провязываем следующую петлю, меняем их местами, вот, провязываем изнаночную. И таким образом вяжем еще 2 раза. Не забывайте, когда перекрещиваете, что нить должна быть за работой. Вот. И здесь у нас остается 1 изнаночная петля. Мы ее провязываем. 2 лицевых, изнаночная. В следующем ряду мы будем перекрещивать 3 петли. Кромочную петлю снимаем, провязываем 2 изнаночных, 2 лицевых. Далее перекрещиваем, лицевую снимаем, провязываем следующую петлю, меняем их местами, провязываем лицевую. Снова снимаем петлю, нить за работой, провязываем лицевой, меняем их местами, провязываем лицевую. И еще 1 раз. Здесь заканчиваем 2 лицевыми. В изнаночном ряду, как вы уже понимаете, мы будем перекрещивать 2 петли. Кромочную петлю снимаем, провязываем 2 лицевых, далее 3 изнаночных и перекрещиваем. Снимаем изнаночную петлю, нить за работой, провязываем изнаночную, меняем их вот так местами, провязываем изнаночную, снимаем
еще одну петлю, провязываем следующую, меняем их местами, провязываем. И 3 изнаночных. Здесь 2 лицевых, кромочная. Вот. И в этом ряду, это будет как бы последний ряд, где мы будем перекрещивать петли, мы перекрестим только последнюю одну петлю. Кромочную петлю снимаем, 2 изнаночных, 4 лицевых. Далее перекрещиваем петли. Снова 4 лицевых. 2 изнаночных и кромочная. Все, мы провязали вот этот наш ромбик. Я думаю, вы поняли принцип, да, что мы в каждом ряду начинаем с одной петли, потом добавляем в каждом ряду по одной петле, которую перекрещиваем. И далее, когда мы уже задействовали все петли нашего узора, то мы начинаем в каждом ряду уменьшать это количество петель. И здесь вы уже как бы сами определитесь, как вам легче это запомнить. Либо по количествам перекрещиваниям, либо по количеству петель, которые вы будете вязать до перекрещивания. Я провязала 5 рядов по рисунку, чтобы вы могли рассмотреть, как выглядит один фрагмент этого узора. Это его лицевая сторона, и вот так выглядит изнаночная сторона. Надеюсь, вам понравился этот узорчик, и вы его примените в каких-то своих изделиях. Буду очень рада. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Скоро новое видео. Пока-пока!